Всем привет, с вами Анастасия и канал Авелия Стайл. С таким я еще не сталкивалась. Сегодня я снимаю распаковочку с Алиэкспресс, в которой вместо товара положили болт. Это когда продавец положил болт на покупателя. Покажу вам интересные материалы для украшений. Пришли вот такие детальки, вот такие облачка. Симпатичные довольно-таки подвески. Я заказывала серьги и кулон. Но я никак не ожидала, что придет одна серьга. Надо внимательнее смотреть. Там, оказывается, можно заказать одну серьгу или две серьги. Я получила одну серьгу и один кулон. Я хотела сделать комплект из этих подвесочек. Сделаю просто серьги. Найду другие швензы парные и просто повешу на сережки. Подвесочки мне понравились, симпатичные. Они с золотым покрытием. Думаю, что хорошенькие сережки получатся. В общем, думаю, начнем с фурнитуры. Второй раз уже заказываю такие серьги Конго. Колечки. На такие сережки я вешаю детальки и ношу так. До этого я заказывала вот такие золотые серьги, колечки. И вот таким образом вешаю детальки, которые можно менять. Вот такой замочек я заказывала в белом и черном цвете. Думала, что сделаю на браслеты, поставлю такой замок, но поскольку он вообще ненадежный, то есть он открывается на раз-два, вот так, вообще не держится, я решила сделать из замка серьги. Сделала вот такие серьги в черно-белом цвете. Вот такой инь-янь, так называемый. Эти детальки можно менять. Можно одеть любые другие подвески с колечками. Довольно-таки симпатичные серьги получились. И заказала себе еще такие же в серебряном цвете. Ну, скорее это не серебро, а больше на нержавеющую сталь похоже. Хорошие такие сережки. Они с хорошими замками, я уже проверила. Все хорошо закрываются. Не первый раз их уже заказываю. Заказала вот такие кристаллы. Микс из кристаллов. Все кристаллы вроде неплохие. Единственное, что уже какой раз убеждаюсь, что кристаллы с АБ покрытием не стоит заказывать на Алиэкспресс. Пришли вот такие поюзанные, потертые кристаллы. Они с браком, но использовать их невозможно. Использую их для каких-либо своих экспериментов. И еще вот такой синий кристалл, который тоже в плохом состоянии. В общем, 3 кристалла пришли с царапинами и потертостями. Остальные кристаллы вроде в хорошем состоянии, симпатичные. Вот такой микс. Вот таких 2 кабошона из камня. Я думаю, что это либо агат, либо что-то подобное. Думала сделать из них серьги, но поскольку структура у камня абсолютно разная, скорее всего пойдут либо на броши, либо на кулоны. Так-то кабошоны довольно-таки хорошенькие, они симпатичные. Если рассматривать по отдельности, у камней хорошая структура. Очень красивый бирюзовый цвет. Мне понравились. Жаль, конечно, серьги очень хотелось из таких камней, но посмотрим, что сделаю с ними. Еще заказала вот такие шапочки под кисточки. Вот эта шапочка просто шикарная, она очень блестит, в хорошем состоянии, хорошего качества. И вот такая шапочка побольше. Тоже довольно-таки симпатичные шапочки. Я думаю, что я сделаю
с ними кисточки какие-нибудь, либо с жемчугом, либо еще с чем-то. И еще пришла вот такая подвеска, листик под серебро. Она с замочком. Замочек вполне хороший. Это такая подвеска, которая цепляется на бусы, допустим, таким образом. И здесь есть колечко для того, чтобы что-то подвесить. Очень симпатично смотрится. Еще заказала вот такие швензы под золото. Под золото. Они идут под вышивку. Вот так открываются и захлапываются. Хорошие замочки у них. И вот сюда делается какая-либо вышивка. Мне понравились симпатичные швенцы. Думаю, что сделаю с ними что-нибудь. Еще пришли вот такие детальки под нержавеющую сталь. Это вот такие кружочки с цветочками. Симпатичные подвески. Я думаю, что можно на чокер такую подвеску вешать. Хорошенькие подвесочки, мне очень понравились. За небольшую цену их 10 штучек. И еще цветочки пришли. Акриловые цветочки. Вот такие. Либо это пластмасса. Точно не могу сказать. Но симпатичные довольно. Симпатичные цветочки. Они с отверстием. Вот с таким отверстием сквозным. Один цветочек с белыми такими прожилками пришел. Не думаю, что это брак, но может быть не прокрас какой-то. В общем, симпатичные цветочки. В ближайшее время, я думаю, может быть, их как-то на серьги подвесить. Хочу сделать из них серьги. Вот так подвесить, а снизу сделать по бусине. Мне кажется, довольно симпатично будет смотреться. Еще получила вот такие крылышки металлические. Симпатичные крылышки, если бы не одно но. Некоторые крылышки пришли пятнистые. То есть с них сошло покрытие или они как-то поржавели. Вот такие крылышки пятнами. Вот это крыло явно потемневшее. Вот это крыло тоже явно с какими-то пятнами. В общем, не советую у этого продавца заказывать. Либо это мне так повезло, либо это продавец ошибся. Но они были хорошо запакованы, поэтому явно продавец отправлял уже плохой товар. Ну и под конец самое вкусное. Получила вот такие камушки. Хорошие камушки, симпатичные, зелененького, такого зелено-коричневого оттенка. Я думаю, что это агат. Очень хорошие камушки, мне они понравились. Приятные теплые оттенки зеленого, коричневого, немного сероватого. Ну, такие шикарные, мне кажется, бусы из них можно сделать. Ну и, наконец, вот такой кулон. Я не знаю, вы, наверное, уже заметили, что с ним что-то не так. Китайцы такие китайцы. Один глаз приклеен нормально, а второй глаз приклеен неправильно. Они приклеили лицевой частью внутрь. Я не знаю, попробую, конечно, отковырять этот композит. Я так думаю, что это какой-то акриловый кабошон или что-то такое. Так-то симпатичный довольно-таки кулон. Кстати, погнутый пин снизу. Бусина нормальная, а пин вот надо поменять будет.
Сверху приклеен кристалл. Вроде неплохой кристалл. Неплохая подвеска. А вот, конечно, с кабошоном они накосячили. Неправильно. Неправильно приклеили кабошон. Споры на эту открывать я не буду, в принципе. Я думаю, что у меня получится отклеить и приклеить другой стороной. Так-то симпатичный котик вроде как, не считая этого минуса. Вот такой симпатичный котик. И еще прислали мне сюрприз. Я не знаю, со мной такое впервые, чтобы мне вместо товара прислали мусор. Он даже в пакет запакован. Зачем вот это вот все? Вместо замочка для бусин мне прислали какую-то фигню. Кстати, он по весу приблизительно точно так же весит, как и тот замок. Специально положили, чтобы по весу посылка прошла. Я не знаю, с вами был такой вот. Для меня это, конечно, в первый раз. То есть, ну, сам замочек стоил рублей 180, если не изменяет память. И вот такое делать, чтобы себе понижать рейтинг, я вообще не понимаю, зачем это. Я, конечно, в шоке. Я открыла спор, прислала все фотографии. Но это просто какое-то безобразие. Вместо посылки присылать мусор. Со мной такое в первый раз, чтобы мне вместо посылки просто мусор прислали. Вот что значит, продавец положил просто болт на своего покупателя. Пока монтировала видео, получила еще одну посылку сборную по акции. Все по 185. Там ограничение по выбору до 10 покупок. Вот такие товары я получила сегодня с Али. Они все были упакованы в одну посылку. Это отдельная акция на Алиэкспресс. 10 позиций можно выбрать по одной цене в размере 185 рублей. То есть каждый товар будет стоить по 185 рублей. Я выбрала поменьше, 7 позиций я выбрала. Ну и в целом что-то мне понравилось, а что-то нет. Одна из позиций вот такие кристаллы. Здесь 50 штук. В целом я довольна покупкой, но надо учитывать, что 50% кристаллы не очень хорошего качества. Они с браком, с царапинами. Можно разделить вот так. Вот эти кристаллы с браком и с плохим качеством, с царапинами. А вот эти кристаллы довольно хорошие. То есть они без явных царапин. Ближе. Половина кристаллов хорошего вроде как качества и без явных сколов и царапин. Но есть кристаллы, вот половина получается, ну, может, чуть меньше половины кристаллов с явным недочетом. 3 кристалла пришли со сколами. Вот хвостики отколоты у 3 кристаллов. И несколько, а остальной брак, это, я не знаю, то ли их использовали, то ли они так поцарапались, но кристаллы как будто, я не знаю, пожившие вид, и они просто потертые, с явным браком и дефектами. То есть кристаллы как будто уже отжили свое. Вот этот еще ничего. А вот остальные желтые, они очень поцарапанные. Это как будто использованные кристаллы оторвали от изделия и прислали мне. Я вот попробовала реанимировать один в более-менее
хороший вид привела. Я его покрыла цапом лаком. И вот смотрите, разница, конечно, на лицо. Остальные тоже, наверное, цап покрою. Кристаллы на Алиэкспресс заказывать за такую цену, конечно, на свой страх и риск. Но в целом меня покупка устроила. То есть, ну, тут получается где-то 25-30 кристаллов более-менее хорошего качества. И остальные кристаллы я буду использовать для своих экспериментов, так сказать. И для новых идей. Для брошек, может быть, новых. Посмотрим. Бусины кошачьего глаза. Ну, симпатичные бусинки. Я думаю, что за 180 рублей они вполне себе хорошие. Явно, что это стеклянные бусины, но в целом мне нравится, хорошего качества вроде. Сколов и брака явного я не нашла. Хотя вот одна бусина такая с углублением. Вроде неплохие бусины. Единственное, что они разного размера. Я не знаю почему, но они разного размера. То есть, ну вот, явно 8 миллиметров и 6 миллиметров рядом. Даже можно заметить невооруженным глазом. В целом бусины неплохие, все равно я буду их где-то использовать. Куда-нибудь я их применю. Еще взяла 2 ремешка для сумочки. Вот такой в теплых тонах из пластики. Ну, неплохой, в принципе, ремешок. Единственное, что с ним надо аккуратно обращаться. Я думаю, что он может сломаться вполне себе легко. В общем, с таким ремешком надо, конечно, очень аккуратно обращаться. И он коротенький. Больше как просто ручка для сумки. Или украшения. Да, скорее как украшение. А как ремешок использовать вряд ли получится. Второй ремешок более тяжелый. Тут уже явно металлическая основа. Второй ремешок подлинней. Вот такой металлический. Вообще легкий ремень. Я думаю, что к моей сумочке, которую я еще делаю, вполне себе подойдет. Он золотистой. И фурнитура вроде. Замочки вроде качественные. Все хорошо работает. Кстати, этот замок не проверила. Ну, тоже вроде все в порядке. С замочками. Мне, в принципе, нравится вот эта цепочка пластмассовая. Единственное, что ее скорее как украшение использовать, а не как ручку. Вот такой олень для украшений. Для него есть подставка. Вот так олень одевается. И сюда, в общем, вешаются. Сюда ложится что-то, кольца там. А на рога вешаются украшения. Я купила его для своей полки. Кто не знает, я арендую полку в магазине рукоделия и там выставляю свои украшения. Ну, может быть, когда все оформлю, выложу короткое видео. На этом я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Всех люблю, обнимаю. Не забудьте подписаться, поставить лайк, а также жду ваших комментариев. Всем всего хорошего. Всем пока. Go row the boat to safer grounds, but don't you know we're stronger now? My heart still beats and my skin still feels, my lungs still breathe, my mind still feels, but we're running out of time. All the echoes in my mind cry, this love